Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Хочу с вами сегодня приготовить очень вкусный десерт. Это яблочный рулет по моему рецепту. Он очень нежный, с нежной и ароматной начинкой. Рекомендую вам обязательно сохранить рецепт и приготовить его прямо сегодня. Буду ждать ваши отзывы в комментариях и благодарна за обратную связь. Давайте начнем приготовление. В глубокую миску разбиваем 8 яиц среднего размера. Добавляем щепотку соли для баланса вкуса, 300 граммов сахарного песка, добавляем несколько приемов и взбиваем миксером буквально пару минут до однородности. Затем добавляем 5 граммов ванильного сахара и взбиваем до пышной светлой массы буквально 10-15 минут. После того, когда вы будете поднимать миксер, у вас должны хотя бы 5 секунд оставаться следы после венчика. Значит, масса хорошо взбита. Добавляем 50 мл растительного масла, у меня кукурузное, без запаха. Также взбиваем буквально пару минут. И 100 мл крутого кипятка. Очень важно, чтобы это был крутой кипяток, а не теплая вода. Также взбиваем до однородности, добавляем сухие ингредиенты. 240 граммов пшеничной муки обязательно просеиваю через сито. Добавляю 1 пакетик разрыхлителя и смешиваем все до однородности лопаточкой либо венчиком. Очень деликатно и аккуратно, чтобы не нарушить текстуру теста. И затем выкладываем готовое тесто на подготовленный противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выстилаю только дно, не выстилаю слишком длинный пергамент, для того, чтобы не было ушек. Если у вас останутся ушки от пергамента, то у вас бисквит получится сморщенный и не очень красиво. При выпекании бисквит будет подниматься, поэтому он должен цепляться за края. Тогда вы сможете вырезать то, какой вам нужно формы, и аккуратненько прорезать бисквитный пласт. Разравниваем лопаткой и отправляем в духовку выпекаться при 180 градусов 10 минут. После убавляем до 170 градусов и выпекаем еще 10 минут до готовности. Тем временем пока подготовим начинку. Натираю цедру одного лимона на мелкой терке. Будем добавлять ее к яблочкам. И нам понадобится 4 средних яблочка. Если у вас более мелкие, то примерно 5-6. Очищаем от кожуры. Можете, конечно же, кожуру оставить, не заморачиваться с очисткой, но я хочу, чтобы начинка была очень нежная, поэтому кожуру убираем. Освобождаем от сердцевинки, хвостиков и семечек. Нарезаем кусочками, можете как среднего размера, так и крупного, и выкладываем в глубокую емкость. Очень люблю эту начинку яблочную, так как она всегда бывает беспроигрышная. Также накалываю половинку лимона и выжимаю лимонный сок. Добавляем 2-3 столовые ложки сахарного песка, цедру натертого лимона и 1 чайную ложку корицы. Это очень вкусная ароматная начинка. Поэтому все смешиваем хорошо. И сейчас будем готовить яблочки на сковороде. А тем временем у меня уже готов бисквит. Посмотрите, какой он получается. Очень вкусный, очень нежный. Прорезаем по краям, накрываем пергаментной бумагой и переворачиваем его. Освобождаем от пергамента. Получается очень воздушный, безумно нежный бисквит и достаточно влажный. В этом рецепте, что мне нравится, что его даже не нужно пропитывать лишний раз, потому что бисквит и так самодостаточный. Освобождаем его от пергаментного листа и также дадим бисквиту остыть буквально 10 минут, чтобы мы могли его свернуть в рулет. Если вы его свернете, когда он будет горячий, то у вас сплющится весь бисквитный пласт и он получится просто плоским. Поэтому, когда уже бисквит немного остыл, пока он тепленький, сворачиваем его рулетиком, очень аккуратно и деликатно. Он практически не трескается по краям. Можете зафиксировать с помощью скотча по бокам. А тем временем пока обжарим яблочки. На сковороду выкладываем 50 граммов сливочного масла. Немножко дожидаемся, пока у нас растопится масло. И выкладываем яблочки. Обжариваем яблочки буквально 8-10 минут. Яблочки должны получиться немного томлеными, смягчиться. Уже стоит очень вкусный аромат на кухне. Не доводим прям до конечной точки приготовления яблочек. Достаточно, чтобы они просто протомились хорошо. И практически в самом конце добавляем 200 мл сливок. И также все прожариваем их. И яблочки должны у нас получиться напитанные, карамелизованные. И вы будете видеть по начинке, что они уже готовы.
Готовую яблочную начинку выкладываем в емкость, пока дадим ей немного остыть. Тем временем, пока разобьем 300 мл холодных сливок. Выливаем в глубокую миску и взбиваем миксером на средних оборотах буквально пару минут до увеличения массы и до того, когда у нас сливки уже взобьются в пышную устойчивую текстуру. К тому моменту у меня уже также бисквитный корж готов. Выкладываем немного остывшие яблочки и разравниваем их ровным слоем. Также отступаем немножко с одного края, чтобы когда мы сворачивали рулет, у нас не вываливалась и не вытекала начинка. Выкладываем взбитые сливки. При желании вы можете, конечно же, добавить немного сахарной пудры, буквально 20-30 граммов, но мне в этом рецепте сахара достаточно в сладости и в бисквите, и в самих яблочек, поэтому добавлять я не стала. Разравниваем ровным слоем и сворачиваем в рулет. Делаем это все очень деликатно, не надавливаем на бисквит, достаточно просто его прокручивающими движениями вести, и этого будет достаточно. Очень влажный получается бисквит и очень легко отходит. Зафиксировать его можете также к низу скалкой длинной. Тем временем также подготовим шоколадную глазурь для более завершенного вкуса. Нам понадобится 1 к 1 шоколада и сливок, 150 граммов шоколада, шоколадных дропсов и 150 миллилитров сливок. Все это смешиваем до однородности, увариваем на огне чуть ниже среднего и в конце добавляем 30 граммов сливочного масла. Все также смешиваем до однородности, и глазурь у нас готова. Дадим буквально 5 минуточек ей остыть. Посмотрите, как у нас выглядит бисквит. Очень вкусный аромат, очень нежный, поэтому работаем с ним деликатно. И выкладываем на сетку. Я также внизу выложила поднос. И сейчас будем поливать шоколадной глазурью. Разравниваем ровным слоем по возможности лопаткой. И у нас уже практически все готово. Дадим буквально рулету 1 часик стабилизироваться в холодильнике и застыть шоколаду. И также можно уже украсить всем, чем захотите. Можете взбить дополнительно сливки, украсить его пиками, выложить какие-либо ягоды или просто, как я, украсить его дробленными фисташками. Тоже получится оригинально, достаточно просто и без заморочек. Отправляем его в холодильник буквально на 1 час, можете и на 2, и после будем пробовать. Спустя время у меня уже рулет хорошо стабилизировался, очень нежный он получается, очень вкусный, поэтому я вам рекомендую обязательно сохранять рецепт и приготовить. Уверена, что он вам очень понравится, вам, вашей семье и гостям. Тем более готовится он очень просто, без всяких заморочек и каких-либо сложных продуктов. Итак, дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт и видео, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите в комментариях ваше мнение, буду очень благодарна и рада обратной связи. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового видео, а я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!